Мы находимся на бычьем рынке криптовалют. И все, кто предсказывает дату окончания этого бычьего рынка, ошибаются. И вы потеряете много денег. Вы на Крипто.ру, канале крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает, когда закончится бычий рынок криптовалют. Всем привет, это Брифит Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифит Дэнс. Хорошо. Если вы смотрите этот канал, то уже знаете, что я сделал несколько точных прогнозов относительно биткоина и других криптовалют. Мы предсказали двойную вершину на последнем бычьем рынке. Мы предсказали низ в 30 тысяч между этой двойной вершиной. И мы даже назвали сумму 15 600 до того, как она стала дном биткоина на последнем медвежьем рынке. И я выиграл пари у Гаррета Солоуэя. Я объяснял тогда и потом несколько раз говорил, что бычий рынок состоит из 3 этапов. А третий этап на самом деле разделен на 2. Если речь идет о биткоине и криптовалютах, то мы говорим о 4-летнем цикле. Но у меня есть основания полагать, что этот бычий рынок будет короче, чем обычно. И если вы не будете внимательны, то можете остаться без денег. Сейчас вы можете сказать: Пол, но все говорят про 2024-2025. Это годы выборов. У нас есть биткоин ETF. Как это возможно? Что вы имеете в виду, спрашивая, как это возможно? У нас был более продолжительный медвежий рынок, чем обычно, не так ли? Почему бы не воспользоваться более коротким бычьим рынком? Слушайте, рынкам свойственно оставлять всех без денег. Большинство людей терпят крах, когда речь идет о торговле и инвестициях, особенно в криптовалюту. В конце концов, именно поэтому я предсказал дно биткоина в 15 600 долларов. Это было идеальное место, в котором терпят крах как любители, так и профессионалы. Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы все потерпели крах на этом бычьем рынке. Как лучше всего полностью вывести и любителей, и профессионалов из игры? Слушайте, вы должны понимать, ситуация изменилась. Через секунду я объясню вам, почему я думаю, что бычий рынок может быть короче. Почему он закончится быстрее, чем вы думаете, чтобы вы могли защитить себя и свои сбережения. Но прежде чем я продолжу... Слушайте, я знаю, о чем вы думаете. Пол, откуда ты знаешь, что бычий рынок подходит к концу? Как ты можешь быть на 100% уверен, что он завершается? Что? Твоя лысая голова на самом деле хрустальный шар? Лысстрадамус? Слушайте, нет, я не уверен на 100%. А эта лысая голова не хрустальный шар, хотя блестит. Когда в прошлый раз я предсказал нижнюю границу биткоина 15 600 долларов, я тоже не был уверен на 100%. Но у меня была стратегия. И именно о ней я хотел бы поговорить. О ней я хочу рассказать вам сегодня. Хочу предложить вам стратегию, которая поможет вам не только защитить себя, но и увеличить прибыль настолько, насколько возможно, и не потерпеть крах еще раз. Хорошо, давайте начнем с моего тезиса. Еще раз повторяю, это не предсказание и не призыв. Сейчас очень рано делать какие-либо заявления. Это просто то, что я просматриваю. То, что я изучаю. Чем ближе мы подходим к сроку, тем больше мы можем пересмотреть и понять, так ли это на самом деле. Итак, я полагаю, что этот бычий крипторынок завершится где-то в конце 2024 года, в 4 квартале 2024 года, в начале 2025 года, в 1 квартале 2025 года. А теперь несколько вещей, которые нужно иметь в виду, когда я говорю, что бычий крипторынок достигнет пика. Это не значит, что вы не сможете по-прежнему зарабатывать деньги и получать прибыль. Но я не знаю, будет ли это стремительный взлет, или это будет вершина. А потом мы постепенно опустимся вниз. Мы пока этого не знаем. Нам придется посмотреть на график. Когда придет время, пересмотреть и проверить наш тезис. Прямо сейчас я обращаю внимание на несколько факторов. Я не буду перечислять здесь все факторы, потому что тогда ролик будет очень-очень длинным, но укажу наиболее важные. Первый фактор – биткоин ETF. Второй – потенциальный крах фондового рынка.
И да, крах фондового рынка в год выборов. Поговорим об этом дальше. А также о моем правописании. Потому что слово «выборы», очевидно, пишется с одной «б». Третий. Исторические графики, история цен и макроэкономика. Хорошо. Во-первых, у нас есть биткоин ETF. И это сближает биткоин и криптовалюты с традиционными рынками. Да, это привлечет людей с фондовых рынков. Это привлечет хедж-фонды. Это привлечет учреждения. Это привлечет много, так сказать, старых денег. Но эти люди привыкли к традиционным финансам, а не к криптовалютам. Вопрос в том, будут ли они рассматривать биткоин как средство хеджирования, как надежное убежище, подобное золоту, или они посчитают его активом с высоким уровнем риска. И это играет жизненно важную роль для моего тезиса. Привет, это Пол. Видео, которое вы смотрите, никем не проспонсировано, так что спонсором буду я сам. Если вы хотите поработать со мной индивидуально или ознакомиться с моими курсами, то ссылки на них находятся в описании к видео. Там же размещены несколько ценных бесплатных вебинаров специально для вас. Ставьте лайк и возвращаемся к видео, которое вы смотрите. Я верю, что они будут рассматривать биткоин как высокорискованный актив, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Особенно если фондовый рынок рухнет и начнется паника. Может ли биткоин отделиться в будущем и стать независимым? Да, конечно. Почему бы и нет? Но в краткосрочной перспективе, скорее всего, его будут рассматривать как высокорискованный актив или как технологическую акцию. Не забывайте, что на традиционных рынках падение в 20% считается медвежьим рынком. А для криптовалюты падение в 20% это обычный вторник. Так что если будет медвежий рынок, то биткоин, вероятно, тоже упадет и выйдет на медвежий рынок, увлекая за собой другие криптовалюты. Во-вторых, может произойти крах фондового рынка. Я знаю, о чем вы все думаете. Процентные ставки, год выборов. Суть в том, что рынки, как правило, не падают в год выборов. А если Трамп победит на этих выборах, то рынки должны взлететь сразу после этого, прихватив с собой биткоин. И это может быть таким случаем, на первый взгляд. Но мы и раньше наблюдали падение рынков вскоре после выборов. И не заставляйте меня начинать разговор о процентных ставках. Когда все говорили, что из-за повышения процентных ставок рынки рухнут, они наоборот росли. Но мы видели и обратное. Мы видели, как рынки падали, когда процентные ставки были снижены или находились на нулевом уровне. Я говорю не о том, что вам показывают ютуберы, о том, что они показывали вам в прошлом году, о нарративе, в который вы поверили. Я говорю об исторических графиках. Если вы посмотрите на исторические графики, то увидите картину, отличную от той, которую вам показывали на ютубе. И вы, возможно, прямо сейчас смотрите и говорите: «Пол, но экономика!» Рынки — это не экономика. Рынки не обязательно должны быть рациональными. На самом деле, они, как правило, нерациональны. Именно поэтому большинство людей терпят крах, и большинство понимает все неправильно. Они пытаются применить логику к рынкам. Она просто не работает. Именно поэтому я не рассматриваю новостные события в своем анализе. В основном я занимаюсь историей цен и техническим анализом с небольшим количеством макроэкономики. А что касается макро, то я думаю, что нас ждет неприятное пробуждение. Похоже, люди забыли, что дерьмо уже набросили на вентилятор. Просто нужно время, чтобы дерьмо начало распространяться везде. А вы начинаете замечать его только тогда, когда приходит время убирать это дерьмо. Именно тогда вы чувствуете его сильнее всего, и оно ужасно воняет. Так о чем же я здесь говорю? О чем я говорю? Вполне возможно, что вершина будет в конце 24-го, начале 25-го года. И что вам следует сделать, так это забирать прибыль от альткоинов в биткоины к концу 24-го и началу 25-го годов. И видите ли, вам нужно выстроить стратегию таким образом, чтобы защитить себя и не упустить ни одной потенциальной выгоды. Так почему же я говорю, что нужно фиксировать прибыль в биткоинах? А очень просто. Фиксация прибыли в биткоинах защитит вас, но при этом сохранит ваш доступ к криптовалютам. Если рынки пойдут вниз и нужно будет покупать на спаде, то вы сможете использовать биткоины, чтобы покупать альткоины на спаде.
еще вы сможете защитить себя, потому что биткоин, как правило, падает медленнее, чем другие криптовалюты. К тому же, если мы выйдем на медвежий рынок и не будет времени зафиксировать прибыль, то биткоин – это самый безопасный способ продержаться на медвежьем рынке, потому что есть вероятность, что он достигнет и повторно протестирует исторические максимумы и преодолеет их в будущем. Затем для медвежьего рынка вам следует перевести прибыль из биткоина в тизеры, доллары или любую другую фиатную валюту, которую вы используете. И да, вы можете держать крипту, если хотите. Я тоже так делаю, но я держу небольшую сумму. Обычно на медвежьих рынках я фиксирую прибыль. Мне нравится, что я имею возможность купить мороженое своей девушке. И мне нравится, что я могу жить за счет своей прибыли. Я не хочу держать деньги 272 дня и ничего с них не получить. Вам нужно делать это все постепенно. Я даже напишу. Постепенно. Другим словом, медленно, пропорционально. Когда я говорю «начинайте фиксировать прибыль», я не имею в виду панический уход со всех рынков, как будто ваша девушка застукала вас за разглядыванием той блондинки на противоположной стороне улицы. Возможно, она вас еще не видела. Может, она просто хочет задать вам вопрос. Обычно это глупый вопрос, типа «ты голодный?» «Я мужчина, я всегда голоден». Когда биткоин достигает максимума и резко падает, или когда он достигает максимума и медленно падает. В общем, извините, это моя ручка, а не я. Ну да, выглядит довольно точно. Так вот, обычно случается так, что альткоины иногда продолжают расти. Они продолжают приносить вам прибыль. Так что еще можно заработать денег. Просто вам нужно обезопасить себя, потому что цены на альткоины обычно падают очень быстро. Но если вы вкладываете прибыль в биткоин, то у вас все еще есть доступ к криптовалютам. Но если падение произойдет, то оно будет не таким резким, как у других монет. И вы сможете перевести прибыль из биткоина в тизеры или другую монету, которую вы применяете. Еще раз повторяю, это не 100%. Нам нужно подождать, посмотреть и переоценить ситуацию. Все зависит от того, как мы туда доберемся и какие признаки увидим. Но вообще, если вы видите, как биткоин сходит с ума, если вы наблюдаете, как альткоины сходят с ума, если вы видите, как ваши соседи, таксисты и продавцы цветов на улице богатеют и дают советы по криптовалюте, то это признак того, что мы подходим к концу. Все становятся самоуверенными. Каждый считает себя гением. Армия XRP наконец-то может позволить себе купить мороженое для девушки. Может, она есть, а может, ее и нет. Но когда это произойдет, обязательно посмотрите это видео. Добавьте его в закладки и посмотрите еще раз, потому что начнется обратный отсчет. Далее обязательно посмотрите вот это видео здесь. Не игнорируйте. Посмотрите этот ролик, он чрезвычайно важен. Вы не хотите его пропустить. И не забудьте подписаться. Увидимся в следующем видео. Друзья, вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенного редакцией Crypto.ru на русский язык. Задавайте в комментариях свои вопросы. Пока!